찬모입니다. 구독해주세요. Мам, я так снимаю, как будто я приехала из деревни и первый раз буду смотреть на Красную площадь. Мы сегодня приехали в центр города, да, чтобы погулять по весенней Москве. Погода очень хорошая. Градуса сколько? Показывает 22, но такое ощущение, как будто, да, все 30. Да. Вот, в принципе, очень хорошая уже погода. разделись уже в шортах, в футболках. Вообще прям вот уже такое летнее настроение. Да, ну на самом деле кто-то в шортах и футболках, а кто-то до сих пор в куртках, там, тренчах, плащах, кто-то пальто. В общем, такая погода, когда не знаешь, как одеваться. Ну вот мы сегодня вот так вот одеты. Так что у нас сегодня с мамой свидание. Так что сначала покажем вам весенний центр Москвы, а потом пойдем есть корейскую еду, конечно же. Какую же еще мы можем есть? Да, мам? Ну да, а куда нам деться? У нас зять кореец и внучка кореяночка. Поэтому нам так повезло вдвойне. Правильно? Да. Что, пойдем на Красную площадь? Да, пошли. Там у нас ЦУМ. Это у нас Большой театр, да? Вот, фонтан. Но мы с мамой... А это Метрополь. Вот это и что это такое? Расскажите нам, пожалуйста. Гостиница крутая, дорогая. Так, и мы сейчас пойдем на Красную площадь. Каждый сезон проходит фестиваль весенний, летний, зимний. Вот сейчас вот украшено так цветами к весне. Очень красиво. Здесь можно покушать вкусненько. Экземпляр. Образец. Но образец вообще-то настоящий. Вон там на гриле жарятся сосиски. Мне очень нравится, как Москва украшает всегда к сезонам центр города. Вообще да, очень. Всегда еще очень вот красиво. Домик. Сейчас запустится еще. Вон дедушка сидит, Гарик плачет. А вот береза. А, вот она, кстати, березка. Да, высадили, смотри, прям в горшки посадили. Да, да. Традиционное традиционное русское дерево, береза. Красавица. Вот она такая. Береза. Уже фотографируется. Ой, как много иностранцев. На западе или на востоке? На севере, значит, там север. А здесь у нас дельфин плавает, значит, там что? Вот монетки кидают. Нужно попасть в центр. Встать спиной и загадать желание. Будешь кидать монетку? Нет. А потом кто-то приходит и подбирает эти монетки. Ой, тут, как обычно, куча людей, да? Экскурсии, все. Особенно сегодня у нас суббота, да? И поэтому особенно много людей. Ну так, конечно, и в будни здесь толпы. Тут всегда. Мне кажется, все, кто приезжает, обязательно посещают Красную площадь. Да. Даже просто, вот даже в командировку приехал, и все равно надо посетить площадь, иначе ты не был в Москве. Да, зимой здесь, конечно, ярмарка рождественская, новогодняя. Вот экскурсии проводят сейчас. Вот, сейчас, конечно, свободно для прогулки. Да, зимой здесь устраивают и каток, Да. и разные развлечения. Конечно, сейчас особенно много туристов, не только туристов, но и студентов из Китая, из Индии, из арабских стран.
очень-очень много. И многие едят, видите, мороженое известное из ГУМа. Известное, знаменитое гумовское мороженое. Да. И вон он, храм Василия Блаженного. Вон он там виднеется. Сейчас мы, может быть, к нему подойдем, снимем поближе. Очень красиво. Вон Где? там, что, мама, расскажи. Мавзолей Ленина, Так. где находится, ну, как бы вождь революции 1812 года. Из него сделали мумию, и до сих пор вот он сколько лет лежит, и до сих пор этот рецепт вот не раскрыт, и ученые не раскрывают его до сих пор. Секрет, да? Секрет именно вот как его делали, что применяли. Это. Да. Но я в детстве была там. Очень интересно. Ты смотрела на него? Да, И как да. впечатление? Впечатление, он оказался очень маленького ростика. Да? Почему-то, да. Почему-то вот в фильмах, там где-то на каких-то фотографиях мне казалось, что он такой большой, такой какой-то этот. Ну, конечно, не как Петр Первый, вот, но тут он вообще Но ты была под маленький. впечатлением от того, что, ну, как Ну, бы, я ты же была маленький. еще ребенок. Ну, и все мне равно, кажется, это как увидеть Тутанхамона. Не знаю. Мы тогда всей семьей приехали, выстояли летом бешеную очередь на жаре. Раньше были большие очереди, да? Очень большие очереди. И все хотели туда попасть посмотреть, конечно. Вот. Интересно. Так что я была. А мне было, наверное, где-то 7-8 лет, когда я была. Поэтому Нормально, сознательный уже ну, возраст сознательный, такой, но не знаю. Я не помню своих да. впечатлений тогда. Давно было. Весенняя тематика, цветы просто фонтан. Это центральный фонтан. Тут что-то наливают. Ага, лимонады. Это как раньше, в советское время, вот такие штучки и стаканы наливали. Ой, мороженое. Здесь очереди за мороженым большие, потому что оно известное, очень популярное. И вон там очередь за мороженым. Вот здесь разные магазинчики дорогие. Вот. Это вот взрослый ГУМ. Но есть еще детский ГУМ. Смотрите. Какая красота. Детский ГУМ. У нас же теперь есть дитё, поэтому нам интересно здесь. Смотрите, какие матрешки. Класс. Ой, вон смотрешки. А это... Сейчас. Буратино. Вот это вот Буратино, это русский Пиноккио. Щелкунчик Чайковского, и он Чебурашка внизу. Это все русские. Мне нравится музыка, которая здесь играет, да? Оп, оп, оп. Короче, гуляем. Теперь пришли в кафешку, которая называется Коно. Это кафе, где можно варить самому рамен, лапшу, мама. Будем сами делать. Кафе самообслуживания. Выбираешь себе любой рамен. Прикольно. Да, и сам Чтобы себе... знать, какой. Да, ну говорят, там помогают с выбором. Да? Да. Отлично. Очень популярно. Здесь 3000 с чем-то отзывов и оценка 5 баллов. Ну, пошли. Пойдем попробуем, пойдем. Смотри, о, уже людей много. Смотри. Так. Ну что, здесь получается вот разные рамены можно выбрать. Я думаю, что вот можно консультанта спросить, что тебя интересует. А, вот, смотри, сейчас тут, наверное, вот отсюда берешь, видишь, поднос и все. Здесь готовишь. И здесь посидеть, покушать, наверное, можно. Тут все занято. Мало мест совсем. Ну,
сейчас, может, кто-то доест, пока мы будем варить свое. Берете все на сумочке, Ага. допинги к нему добавки есть. У нас также есть бульбинатор. Мам, нам теперь задача выбрать с тобой рамен. Это, мама, очень острый, здесь бультак. Я так понимаю, вот здесь вот менее острые, да? И здесь вот менее острые. Чин рамен тоже будет вкусный. Вкусный, да? Да, тоже вот этот будет вкусный. Он не сильно острый. Нет, это не сильно острый. Тогда берем вот этот. А Давай. дальше? Так, смотри, теперь я выберу. Я выберу. Чамки рамен я буду. Кладем в сумку. Мой выбор. Да, добавки к рамену, то есть это то, что ты туда сможешь положить, насыпать. Креветки, яйцо. Кукурузу. Можно? Можешь, да. Я хочу, наверное, яйцо. А яйцо его чистить надо? Нет, оно очищенное. Яйцо маринованное. Я кимчи беру еще. Вот, здесь можно сделать на бульоне. Вот, бульон том-ям и бульон куриный. Конечно, в принципе, вот как люди делают. Джин рамен, кимчи, вот такой сыр, кукуруза, яйцо. Сейчас посмотрим, сколько мамин набор вышел. 510 рублей у нас вышло за мамин набор. Теперь мой набор, значит мой набор. Чамки рамен, яйцо, кимчи, конечно, сыр. Так, 1050 итого вышло. Да, давай. Идем. Скажите, лапшу сразу же можно, да? Или Лапшу сначала, да, конечно, кидайте, потом воду включайте. Какие топинги у вас? топпинги кимчи, сыр, яйцо и кукуруза? Да, специи, все сразу. Ага. Выбираем сначала режим, выбирай второй, среднее количество воды. Вот, и поехали. Спасибо большое. Класс. Есть, знаешь, мама, в Корее два вида людей, которые считают, что ни в коем случае нельзя вот так мешать рамен сразу, нужно оставить и потом только. А есть те, которые, вот как ты, мешают сразу. Мне нравится сразу. Чтобы я понимала, что я ем. Мне кажется, уже все сварено. Как тебе, мама? Прикольно. Прикольно, да? Скажи. Ну, чуть-чуть попробовала. Ну и как? Да. Вкусно? Да. Это лимончик? С лимончиком? Да, это лимонад. Ну что, бесплатно? Да. То есть очень удобно. Очень, если покупаешь рамен, можно даже не добавлять никакие топпинги. Просто купить рамен за 200 рублей самый простой. Так, взять рис, кипяток, сварить вот это все. И вот так вот поесть. И еще напиток бесплатно. Мне кажется, что это очень дешево. Очень дешево. Очень дешево. А за счет чего они здесь у них вот? А сколько здесь людей? Мне кажется, каждые 2 минуты кто-то заходит, скажи, и все занято, вообще нет свободных мест. Яичко. Или тем, кто любит рамен, Нет плохих людей? мы же любим рамен. Конечно.
дети здесь уже знают, что делать сразу. Ну что, берем корзинки? Даже легче стало, да, как-то? О! Даже я все выпила. Конечно, тебе рассказывала, как проверяешь, что точно все съела. Перевернуть над головой не надо. Какие толпы. И там кушать, там все занято. Как наши впечатления об этом местечке? Ну, хочу сказать, что приятное впечатление, потому что, ну, во-первых, недорого, во-вторых, как бы это ты сам себе готовишь, что ты захотел, в-третьих, чисто. Даже вот мы зашли в туалет, и тоже чистый туалет. Вот. Поэтому хорошие впечатления. Поэтому корейцы супер! Что придумали такое, да? Вообще это реально очень вообще удобно. это очень удобно. Вообще классно. Если особенно ты работаешь где-то, тебе нужно быстренько перекусить, поесть, то ты просто приходишь, Ну быстренько накидал. Ну вот смотри, детей принципе, сколько всё. пришло сейчас, и все равно, ну, как бы ажиотаж большой. Ну да. Много детей. Ну, в принципе, не так долго, не так, как ты в Да. ресторане пришел, заказал там ланч или еще что-то. Да, и ждешь полчаса. Но все равно надо подождать. Да, в Корее, конечно, не так, в Корее очень быстро приносят. Ну, Но, в принципе, все равно надо подождать. А здесь, хоп, поставил, быстро, готово. Когда тебе это нужно сделать очень быстро, да, да. и горяченький супчик, хоп, поел Да. вкусненько. Вообще, Мне кажется, это зимой бомба. вообще будет залетать. Ой, да, зимой вот сказка. Да. Реально, хотя и летом тоже неплохо. Плюс тут есть еще не обязательно там тут есть разные, ну, и десертики, и мороженка, и напитки, пожалуйста, еще там какие-то роллы, там Да. суши какие-то, ну, вот, Вкусняшки, даже Да, чипсы продают, да. всякие снеки. ну, то есть вот, Прикольно. не, А хорошее мне место. понравилось, что рис бесплатно, Рис лимонад. бесплатно, да? Да, я же говорю тебе, можно взять и при покупке рамена рис дается бесплатно, порция О, риса, да. Прикольно. Там рисоварка большая стоит, лимонад можно бесплатно. Поэтому я говорю, ты купил рамен за 200 рублей, и тебе рис и лимонад бесплатно. Да. То есть это полноценный обед, считай. Да, Шикарно, с горячим Согласна. супчиком. вообще, да. Сказка. Бомба, бомба. Ну что, а теперь мы идем домой, потому что там нас ждут наш корейский зять, Взять и корейская внучечка. внучка. Да. 그래서 오늘 영상은 여기서